Здравствуйте, дорогие друзья! Пылесос Samsung, модель SC8870, предназначен для сухой уборки, производство Польша. С пульта не включается, с кнопки, не набирая обороты, тут же глохнет. Отключаем, шнур убирается и будем разбирать. Вынимаем шланг, снимаем пылесборник. Откручиваем 5 винтов сверху, снимаем крышку. Далее откручиваем 4 винта крышки отсека насоса, 2 клеммы, клемма двигателя желтая и белая клемма сетевого провода. Вытаскиваем насос. Нижний губкообразный фильтр загрязнения на лицо. Давайте посмотрим напряжение, идущее на двигатель. 93 вольта. Напряжение стартовое, пониженное, идет постоянно. Тем не менее двигатель работает рывками. Будем разбирать двигатель. Вытаскиваем двигатель из насоса. Первое, это что может быть? Это обрывы, подгорание, плохие контакты между обмотками якоря двигателя. Следы пыли, не критичные. Прозвоним обмотки якоря двигателя, не разбирая движок. Щупы мультиметра фиксируем места крепления щеток. Переключаем на омы и потихонечку по миллиметру продвигаем пальцем за крыльчатку и смотрим, какое сопротивление. Щетки горят в 5 случаях. Первое, в неисправности самих щеток. Второе, в неисправности якоря, то есть ротора двигателя. Третье, в неисправности статора, внешних обмоток. И четвертое, попадание сторонних веществ, жидкостей, пыли строительной, масел на коллектор, на ламели ротора. И пятое, а также в результате изнашивания подшипников якорь начинает биться на своем месте, колебаться, щетки неплотно прилегают, тоже начинаются биения, и во время вращения перепады напряжения в результате кручения ламели и переключения, и щетки начинают гореть. Самая частая неисправность – это неисправность ротора, то есть якоря двигателя, точнее ламелей, сопротивление между обмотками двигателя. Для этого мы проверяем сопротивление между обмотками, чтобы исключить эту вероятность и определиться, стоит ли дальше разбирать двигатель и тратить время на поиск неисправности, не легче ли заменить на новый. А так сопротивление 1.4, 1.8, где-то в пределах нормы. Измерение ничего не выявило, щетки у нас целые, контакты тоже, обмотки статора тоже без обрывов, а вот ламели немножко подгоревшие. Скорее всего, во время вращения якоря где-то идет обрыв при больших подключениях напряжения, то есть на приборе у нас порядка 6 вольт напряжение блока питания, и сопротивление обрыв не показывает. При более больших подсоединениях напряжения у нас происходит обрыв. Тем не менее, дальше разбирать и менять нечем. Приняли решение сразу заменить целиком двигатель. Тем более он у нас есть один в один. Снимаем клеммы. Термовосстанавливающий предохранитель. Переставляем на новый двигатель. Клеммы. Очищаем, промываем и выжимаем нижний фильтр губчатый. Устанавливаем в ячейку. И собираем корпус внутренней части насоса.
Устанавливаем на нижний уплотнитель на 2 штыря, чтобы он не вращался. И верхнее кольцо в отверстие. Все. После того, как установлено прямо, он нормально фиксируется. Закручиваем. Устанавливаем сверху крышку. 4 винта. Подсоединяем клеммы. Кабели питания. Заправляем сразу в зажимы проводов, чтобы не болтались. И клеммы двигателя. Давайте проверим. Все. Работает ровно. Поправляем лампочки, чтобы они встали в свои места. Продолжаем сбор. Подключаем вначале приемник, устанавливаем верхнюю крышку. И 5 винтов. Давайте проверим фильтр. Фильтр чистый. Почти новый. Скорее всего, клиент вначале поменял фильтр. И контрольная проверка. Мощность всасывания можно проверить относительно, закрывая входное отверстие ладонью. Если он приподнимается или относительно, в зависимости от веса пылесоса, то мощность всасывания нормальная. Проверяем пульс, уменьшение, увеличение, отключение, все нормально. Уборка шнура. Нажимаем на кнопку. Да, он потихонечку в конце. Надо его чуть-чуть подтолкнуть, чтобы он убрался, чтобы пружина не была все время натянута. Если так происходит, то натяжение пружины тоже нормально. Все на этом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!